Вечер в одном из престижных ресторанов в Чикаго проходил размеренно и спокойно. Сквозь панорамные окна отражались огни небоскребов, по залу разливался мягкий джаз, а за столиками сидели люди, привыкшие к дорогим костюмам, уверенным жестам и ощущению собственной значимости. В этот вечер внимание привлек новый гость — Ричард, которого здесь быстро запомнили как Ричарда. Высокий, сдержанный, в безупречно скроенном костюме и с часами, выдававшими статус, он двигался так, будто пространство принадлежало ему. Его сопровождали двое деловых партнеров — Майкл и Дэниел, но даже рядом с ними он выглядел главным. Среди персонала работала молодая официантка по имени Эмили, которую здесь знали как Эмили. Она отличалась спокойствием и точностью движений. Никакой суеты, никаких лишних эмоций, только аккуратность и внутренняя собранность. По просьбе Ричарда именно ее назначили обслуживать их столик. С первых минут стало ясно, что ужин для него не просто прием пищи, а сцена. Он начал делать заказ на редком иностранном языке, намеренно усложняя формулировки. В его интонации читалось желание продемонстрировать превосходство и поставить официантку в неловкое положение. Партнеры поддержали его легкими усмешками. Эмили выслушала его до конца и также спокойно ответила на том же языке, свободно и безупречно. Она повторила заказ, уточнила детали и порекомендовала подходящее вино. Ее голос звучал уверенно и ровно, без тени вызова. В зале повисла ощутимая пауза. Партнеры мгновенно утратили веселость, а Ричард впервые за вечер выглядел растерянным. Позже выяснилось, что Эмили изучала международные отношения и несколько лет жила за границей. Работа в ресторане была для нее временным этапом, а не пределом возможностей. Она не оправдывалась и не пыталась произвести впечатление, просто констатировала факт. В течение ужина она обслуживала стол безупречно, сохраняя профессиональную дистанцию. Атмосфера изменилась. Теперь уже гости соседних столиков смотрели на нее с уважением, а на Ричарда — с любопытством. Когда принесли счет, он оплатил его без лишних слов и оставил щедрые чаевые. Однако главное изменение произошло не во внешних жестах, а во взгляде. Самоуверенность сменилась задумчивостью. Сценарий, к которому он привык, дал сбой, и это произошло без споров и громких слов. Эмили вернулась к работе, будто ничего необычного не случилось. Внутри она чувствовала спокойствие, потому что сумела сохранить достоинство. В тот вечер один влиятельный человек понял простую вещь. Истинное превосходство не нуждается в демонстрации, а уважение нельзя купить статусом или деньгами. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.